Мне кажется, из меня выходит ребенок, по-моему, началось. Всем привет! В кадре мама 4 Симона. Сегодня я вам расскажу о родах в Англии. Что больше всего меня удивило. Поехали! Я проходила этот опыт 3 раза, и каждый раз по-разному. Я попробовала гипнороды, у меня были роды в бассейне, в воде, а также роды с обезболивающим при родах моих двойняшек. Итак, если вы хотите спланировать свои роды в Англии, то я сразу хочу вас разочаровать. Спланировать так, как вы хотите, не получится. И не потому, что я пессимист, а потому что здесь нету такого понятия, что, например, за тобой следит все время один врач, и с этим врачом ты будешь рожать. Во время подготовки к своим первым родам я не видела ни одного того же лица. Более того, доктора я видела всего 2 раза за все роды, а может быть даже и 1. Весь период беременности, опять же, уточню, если у тебя все хорошо, если ты здорова, то тебя периодически наблюдает акушерка. Потому что когда ты узнаешь, что ты беременна, то тебя сразу ставят на учет, и если ты здорова, тебе меньше 40, то тебя сразу отправляют в категорию low risk, что значит как бы без рисков, и ты, в общем, сама до беременности ходишь, гуляешь, 2 раза всего лишь появляешься на УЗИ, и когда ты рожаешь, уже практически действительно рожаешь, когда ребенок из тебя вылазит, вот в такой момент тебя только принимают в больницу. До этого ты, в общем, гуляй свободно, делай, что хочешь. Здесь такая позиция, что роды – это не болезнь, ты беременна – это временно. Они в роды не вмешиваются. Это первое, что меня удивило. Второе, что удивило, это то, что роды чаще всего проходят вообще без участия врача. В первой своей беременности и во второй беременности я врачей практически не видела, может быть, 1-2 раза, и то разных, и, конечно же, роды они у меня не принимали. Все роды происходили с акушерками. Я была в шоке, что врач, у меня нет одного постоянного врача. В Литве, в России всегда ты знаешь, что вот этот врач хороший, он тебе поможет родить и достанет из тебя этого ребенка, и все будет хорошо. Вот. А тут ты сама должна справляться. В Англии активно пропагандируются натуральные роды. То, что, например, в Литве считается как, это уж совсем, что рожать дома, ой-ой-ой. Все косо смотрят на Звереву, которая рожала всех своих детей дома, натурально. Здесь это абсолютно нормально. Многие рожают с доулами, в birth centers. Это даже не больница, а вот такие вот дома для рожания, где только акушерки. И также очень приветствуются роды дома. Опять же, если нет никаких рисков. К родам отношение как к чему-то очень естественному, нормальному, без какого-то супер там переживания лишнего. Когда ребенок у тебя уже выходит из тебя, то вот приезжай и рожай. Здесь очень распространено, что ты составляешь свой birth plan. Это план родов, как тебе бы хотелось, чтобы это произошло. Когда ты приезжаешь в больницу, ты отдаешь эту бумажку акушерке, хотя они часто об этом не спрашивают. Ты муж должна передать эту бумажку, и чтобы он читал по пунктам и запоминал, что нужно делать, что нельзя. Например, что там пуповину нужно подождать, не перерезать я хочу, чтобы так или сяк. Я хочу, чтобы меня не называли lovely и не говорили мне каждых 5 минут «Oh, bless you». Это они обожают в Англии. То есть вот все свои пожелания, такие маленькие или большие, ты можешь передать мужу, потому что ты будешь другим занята, и, в общем, ты, скорее всего, забудешь важные вещи, которые для тебя были, но вот он ответственный передавать акушеркам какую-то информацию для тебя необходимую. Несмотря на то, что я поддерживаю вот этот подход к естественным родам, натуральности, спокойно, без всяких истерик, иногда они слишком расслабленно на это все смотрят. Чаще всего, и это не только в моем случае, я знаю случаи других девушек, у них это было более даже экстремально, когда ты им звонишь и говоришь: мне кажется, из меня выходит ребенок, по-моему, началось. А когда у тебя это в первый раз, то, конечно, ты не знаешь, что началось, не началось, но каждый раз тебе кажется, что началось. И это как в том мультике про волка. В общем, ты позвонил 2 раза, и в 3-й раз они уже тебе скажут: сиди дома, вообще даже не приезжай, все нормально, подожди. Это вот такие схватки пробные. На самом деле, скорее всего, они тебе это скажут даже и в первый раз, когда ты им позвонишь, тем более, что если ты первый раз рожаешь, они автоматически считают, что тебе кажется, что там что-то не так, или тебе кажется, что ты рожаешь. И чаще всего, это очень часто случается, ты приезжаешь уже практически, когда у тебя ребенок, в общем-то, наружу. Поэтому, если вы собираетесь рожать в Англии, имейте это в виду, и если вам действительно кажется, что уже роды начались, настаивайте на том: нет, мы едем к вам, мы едем с чемоданом. В следующем видео я откровенно расскажу о своем опыте 3 родов, включая двойняшек. Мы сравним гипнороды, роды в воде и роды с обезболиванием. Я поделюсь тем, что реально помогло, а что нет. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.